Всем привет! Меня зовут Марина, и мы с вами находимся на канале о вязании. Сегодня в этом видео я предлагаю вместе со мной связать вот такие вот взрослые слитки. Слитки вяжутся очень легко, но при этом смотрятся очень красиво и очень аккуратно на ноге. Данные слитки мы будем вязать из пряжи Alize Lana Gold. Значит, номер цвета это 200 и по метражу на 100 грамм 240 метров. Это 49% шерсть и 51% акрила. В мастер-классе я буду вязать слитки на размер ноги 38-41. Так как здесь вот эта часть связана платочной вязкой, она очень хорошо тянется, поэтому вот как раз таки на размер ноги 38-41 они подойдут идеально. Слитки идут абсолютно бесшовные. По ходу вязания я обязательно буду вам говорить, какую деталь, сколько в сантиметрах мы провязали, так, чтобы вы данные слитки могли связать вообще на любой размер. Поэтому, друзья, если вам нравятся данные слитки, предлагаю связать их вместе со мной. Поэтому берем пряжу, готовим спицы и приступаем к вязанию. Перед тем, как приступать к вязанию, давайте вначале разберемся с принципом вязания данных слитков. Значит, вначале мы с вами свяжем подошву, далее мы с вами вывяжем вот этот вот подъем, мысок, и в конце нам останется связать только резиночку. Подошву нашу я буду вязать на 2 чулочных спицах номер 3 миллиметра. Рекомендую не брать здесь сильно большой размер спиц, так как подошву лучше связать, чтобы она была плотной и потом она сильно не растянулась в процессе носки. 2 спицы я складываю между собой, и на 2 спицы обычным способом набора, то есть с помощью длинного хвоста, я набираю 10 петель. Вяжем первый ряд. Первую кромочную я петлю снимаю, и остальные все петли я провязываю лицевыми. Последнюю кромочную петлю я буду провязывать изнаночной петлей. Первый ряд мы провязали, приступаем к вязанию второго ряда. Во втором нашем ряду мы будем делать прибавку на расширение нашей стопы. Первую кромочную петлю я снимаю, далее я делаю накид вот от себя и опять вяжу все петли лицевые до нашей кромочной петли. Вот у нас осталась одна кромочная петля. Перед нашей кромочной петлей я опять делаю накид от себя, и последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной петлей. Вязание переворачиваю и приступаю к вязанию третьего нашего ряда. Кромочную петлю я снимаю, и вот идет наш накид. Наш накид мы провязываем за заднюю короткую стеночку лицевой петлей. И дальше опять я вяжу все петли лицевые до нашего следующего накида. Вот идет опять наш накид. Наш накид я провязываю за заднюю короткую стеночку лицевой петлей, и последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной. Опять вязание я наше перевернула и приступаю к вязанию четвертого ряда. Кромочную петлю я снимаю, и опять делаем прибавку вот с помощью накида. Накидываю ниточку на спицу от себя и опять вяжу все петли лицевые до нашей кромочной петли. Вот у нас осталась одна кромочная петля на спице. Опять перед этой петлей я делаю накид, и последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной. Это мы с вами закончили вязать четвертый ряд. Пятый лицевой ряд. Кромочную петлю я снимаю. Опять наш накид я провязываю за короткую заднюю стеночку лицевой петлей. И дальше продолжаю вязать до конца ряда, провязывая все петли лицевые. В конце ряда опять мы дошли до нашего накида. Наш накид я провязываю за короткую заднюю стеночку лицевой петлей, и последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной. Это мы с вами закончили вязать пятый ряд. Приступаем к вязанию шестого ряда. И в шестом нашем ряду мы снова сделаем нашу прибавку. Опять делаем накид, кромочная, накид, и опять вот мы провязываем все петли лицевые до нашей кромочной петли. И вот опять перед нашей кромочной петлей в конце ряда делаем накид, и последнюю кромочную петлю мы провязываем изнаночной.
Вязание вот мы с вами перевернули. И сейчас с учетом наших вот всех этих прибавок, это мы с вами закончили вязать 6-й ряд, у нас на спицах получается 16 петель. 16 петель это и будет ширина вот как раз таки нашей вот этой подошвы. Ширина у меня получится по полотну 8 сантиметров. А теперь давайте мы с вами все запишем и на этом этапе разберем, сколько вам нужно провязать вашу подошву в длину на необходимый вам размер ноги. Значит, в первом нашем ряду мы набрали вот как раз таки 10 петель и провязали просто 10 петель лицевыми. Дальше во втором нашем ряду мы сделали прибавку 2 петли с помощью накидов. Третий ряд мы провязали уже не 10, а 12 петель. В четвертом нашем ряду мы снова сделали плюс 2 петли. И, соответственно, в пятом ряду мы уже провязали не 12, а 14 лицевых петель. И шестой наш ряд мы снова сделали вот прибавку 2 петли. И сейчас мы, когда будем провязывать вот как раз таки сейчас 7-й наш ряд, у нас этих петель уже получается не 14, а 16. Это вот мы сейчас этот ряд будем с вами провязывать. Я сейчас посмотрела по таблице, вот по размерам ноги и какой размер ноги соответствует какому количеству сантиметров. И вот, как я сказала, в мастер-классе мы будем с вами вязать наш вот следочек, вот он у меня, на размер ноги 38-41. Значит, смотрите, размер 38 это у нас получается длина нашей ступни 24,5 сантиметра. Дальше размер 39, 40 и 41. Дальше, значит, 39 у нас соответствует 25 сантиметров, 40 у нас соответствует 25,5 и 41 это у нас соответствует 26,5. Эти все значения я посмотрела в интернете в таблице. С учетом того, что, как я сказала, платочная вязка, она очень хорошо тянется, и чтобы в процессе носки не получилось такого, что мы свяжем вот именно по вот этим значениям, то есть, допустим, сейчас бы мы вязали нашу подошву 20, там, к примеру, 5 сантиметров, так, и потом, когда мы одели наш следок на ногу, он у нас просто с ноги спадал. Поэтому я бы здесь рекомендовала размер нашей ноги, то есть, к примеру, вот возьмем 25, мы должны отнять примерно 4-6 сантиметров. То есть у меня вот размер ноги идет 39, то есть это соответственно 25 сантиметров длина моей ступни. И вот как раз таки здесь подошву я вязала 21 сантиметр, то есть я отнимала 4 сантиметра. Но с учетом того, что я говорю, платочная вязка, она очень хорошо тянется. И вот данный следок, вот я говорю, точно подойдет и до 41 размера точно. В мастер-классе я сейчас буду вязать подошву 21 сантиметр. То есть это вот, ну, среднее идет значение между вот этими цифрами. Дальше, теперь сколько мы должны провязать рядов. Но опять же, если ваша плотность отличается от моей, то вы ориентируетесь не на количество провязанных рядов, а вот как раз-таки на количество необходимых сантиметров. Я сейчас скажу, сколько рядов буду провязывать я. Значит, смотрите, мы сейчас с вами будем вязать наш 7-й ряд, то есть провязали мы 6 рядов. 6 рядов, если мы сейчас посмотрим вот с лицевой нашей стороны, это получается вот 1, 2, 3 дорожки из платочной вязки. У меня всего должно сейчас получиться 40 дорожек из платочной вязки. Это у меня и будет соответствовать 21 сантиметру. Если мы нашу сейчас ступню нарисуем схематически, то есть вот здесь мы набрали вот 10 петель. Потом мы сделали небольшое вот так вот расширение прибавки наши. Так. Дальше мы сейчас просто вот как раз таки вот эти 16 петель мы будем вязать просто лицевыми и с лицевой, и с изнаночной стороны, так, чтобы у нас получалась наша платочная вязка. То есть вот мы будем вязать наше полотно, и дальше в конце мы точно таким же образом сделаем наши убавки. Это у нас тоже займет вот 3 как раз таки таких платочных дорожки или 6 рядов. То есть здесь сделаем убавку, так, и закроем наши петли. Значит, теперь вот эта часть нашего расширения занимает как раз таки 6
рядов. Здесь тоже у нас получается 6 рядов. Или вот как здесь, 1, 2, 3, 3 дорожки из платочной вязки. Всего у меня этих дорожек, вот этих платочных дорожек должно получиться вот 40 дорожек из платочной вязки. Или это будет соответствовать 80 рядам. Так как вот одна дорожка из платочной вязки, это получается 2 ряда. То есть в моем случае получается, то есть давайте это запишем, 80 рядов минус 6,6, 12. Это получается, я сейчас должна провязать вот эту часть просто лицевыми петлями и с лицевой, и с изнаночной стороны 68 рядов. А я сейчас вот беру спицу и просто вяжу 16, вот здесь еще нам надо наш накид провязать за короткую стеночку, так чтобы не было дырочки. И вот сейчас я вяжу 68 рядов просто лицевыми петлями до как раз таки наших убавок. Или чтобы проще было считать, то есть вот от нашего наборного края у нас сейчас идет 3 дорожки платочной вязки. У нас этих дорожек должно быть перед нашими убавками 37 плюс 3 дорожки убавки, и как раз таки мы получим 40 дорожек из платочной вот этой вязки, или что будет соответствовать 21 сантиметру. Поэтому сейчас вот длину вот этой части стопы вяжем самостоятельно. Итак, я провязала высоту моей стопы до убавок. Как я сказала, общее количество вот таких вот дорожек из платочной вязки у меня сейчас получилось 37. Сейчас я приступаю к первому ряду наших убавок. Первую кромочную петлю я снимаю. Дальше вторую и третью петлю я вначале вот просто пересниму на правую спицу и переверну вот таким вот образом, обратно вернув на левую спицу. Так, чтобы правая дужка моей петли сейчас была за работой. И сейчас я эти 2 петли провяжу как 2 вместе лицевой вот за заднюю стеночку. Дальше я продолжаю вязать все петли лицевые, не довязывая 3 последних петель. Вот у меня на спице осталось 3 петли. Вот эти 2 петли я сейчас провяжу как 2 вместе лицевой за переднюю стеночку. И последнюю кромочную петлю я ее провязываю изнаночной. Вязание я наше перевернула, и второй ряд я сейчас провязываю просто все петли лицевые, последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной петлей. То есть здесь никаких убавок мы с вами не делаем. Третий ряд. Опять кромочную петлю я снимаю. Вот эти 2 петли я сейчас переворачиваю вот таким вот образом. И их провязываю, вот эти 2 петли вместе, лицевой за заднюю стеночку. Опять вяжу все петли лицевые, не довязывая 3 последних петель. Вот у меня осталось 3 петельки. Вот эти 2 петли я провязываю снова 2 вместе лицевой. В конце ряда я их провязываю за переднюю стеночку. Последнюю кромочную петлю ее я провязываю изнаночной. Вязание я переворачиваю и приступаю к вязанию 4-го ряда. В 4-м нашем ряду я просто провязываю 12 лицевых петель. Последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной. Последний ряд наших именно убавок. Кромочную я снимаю. Опять 2 петельки я сначала меняю вот стеночку местами, переворачиваю и провязываю их как 2 вместе лицевой за заднюю стенку. Опять вяжу, не довязывая 3 последних петель. Все петли я провязываю лицевыми. В конце ряда 3 последних петли. Вот этих 2 петли я провязываю 2 вместе лицевой за переднюю стеночку, и последнюю кромочную петлю я ее провязываю изнаночной. 6-й вот этот наш изнаночный ряд я просто провязываю 10 лицевых петель. И вот как раз таки мы сделали все наши убавки. То есть мы набирали здесь изначально 10 петель. И вот мы сделали вот здесь убавки, и у нас осталось тоже 10 петель. Теперь эти 10 петель я просто буду запускать обычным способом. То есть первую петлю я снимаю, вторую петлю я провязываю лицевой. И вот эту вот снятую петлю я протягиваю через провязанную. Опять провязываю, протягиваю. Провязываю,
протягиваю. Вот я запустила все наши петли. Петельку я эту вытаскиваю подлиннее и ниточку я здесь обрезаю. Теперь в нашу эту петельку я продеваю вот эту ниточку и аккуратненько все это затягиваю. Ну, при желании вот этих два кончика можете уже спрятать. Итак, все, подошва наша готова. Теперь давайте измерим ее в сантиметрах. Ширина у нас получается, ну вот, 8 сантиметров. И длина, ну вот, смотрите, 21 сантиметр. И это я провязала, вот моя подошва состоит из 80 провязанных рядов. Теперь мы будем поднимать вот здесь наши петли. Значит, смотрите, подошва наша выглядит и с одной, и с другой стороны абсолютно одинаково. Поэтому здесь разницы не будет. Где, то есть отсюда, отсюда или с этой стороны вы начнете вот именно поднимать наши петли. Ну, единственный такой момент, если это вам важно, петли мы будем поднимать с лицевой стороны. То есть вот мы берем нашу подошву, держим ее лицевой стороной к себе. И сейчас вот здесь мы приступим к подъему наших петель по кругу. Значит, смотрите, вот эту часть подъема нашего слитка я буду вязать на круговых спицах длиной 40 сантиметров. В принципе, можете вязать это и на чулочных спицах. То есть то, что у кого есть, как кому удобнее, так и вяжем. По поводу того, сколько же нам нужно набрать петель по кругу для нашего слитка. Здесь на самом деле все просто. Здесь у нас мы набирали 10 петель, поэтому по вот этим частям мы 10 петель и будем набирать с одной и с другой стороны. Что касается вот этой части, то здесь количество петель будет равно нашим платочным дорожкам. То есть у нас здесь идет, вот в моем случае, 40 платочных дорожек, поэтому, соответственно, вот здесь я и буду набирать по 40 петель с одной и с другой стороны. То есть, соответственно, у меня будет сейчас на спицах 40 плюс 40 – 80, 10 и 10, то есть 100 петель. Теперь мы берем крючок и смотрим, ну вот берем любым торцом, или этим, или вот этим. Ну вот здесь я возьму. Как я сказала, здесь мы должны набрать будем 10 петель. Единственное, эти 10 петель мы будем набирать не с самого края, а с середины. То есть от самого края мы отсчитываем 5 петель. Вот 1, 2, 3, 4, 5. В шестую мы вот вставляем наш крючок и набираем первую нашу петельку. Вот первая петля. То есть, соответственно, вот сюда мы сейчас должны набрать всего вот в этот участок 5 петель. 1, 2. Вот сами кромочные именно петельки. 3, 4 и вот за самый краешек 5. Вот здесь мы 5 петель набрали. Теперь вот как раз таки по вот этим кромочным петлям мы должны вот до этой части набрать 40 петель. Как я сказала, напротив каждой дорожки вот из платочной вязки. То есть вот здесь можно начать отсчет сначала. Опять, значит, 40 петель мы должны набрать. Вот 1 в кромочную, 2, 3, 4. По мере вот, когда мы наберем немножечко петель на крючок, я сразу же их буду постепенно переодевать на круговые спицы. Как я сказала, я буду вязать на круговых спицей длиной, вот у меня идет 40 сантиметров, это идут шапочные спицы, толщина спицы 3 миллиметра. Можно это переодевать и на чулочные спицы, то есть это как кому удобнее. То есть мы немножечко набрали на крючок, дальше мы их пересняли на спицы. И вот продолжаем опять на крючок набирать дальше петельки вот до этого момента. То есть здесь у нас должно 5 петель здесь
и вот 40 петель здесь до нашей вот этой прямой части. Итак, вот здесь я набрала 40 петель, дальше здесь я должна набрать 10 петель вот по вот этой торцевой части. Это и будет наша, кстати, передняя часть нашего следочка. И дальше смотрите, вот здесь мы набираем 40 петель до вот этого уголочка, и здесь еще 5 петель. Итак, я набрала вот все петли. Как я сказала, я буду вязать на круговых спицах. Это идет наша вот как раз таки лицевая сторона, а там, где вот видите, у нас такой бортик получился, когда мы набирали наши петли, это у нас будет идти наша изнаночная сторона. Теперь вот сюда я прям на подошву повешу маркер так, чтобы мы ориентировались, где у нас сейчас будет идти начало нашего ряда. Вот сюда. И сейчас мы приступаем к вязанию первого нашего ряда. Значит, петельки мы набрали, как я сказала, у меня их вот 100 петель. И теперь первый ряд, вот этот мы вяжем все петли изнаночными. То есть вяжем все петли изнаночными вот по кругу до нашего маркера. Первый ряд я провязала, вот все изнаночные петли. Вы можете повешать маркер или нить контрастного цвета вот прям сюда на спицу, ну, чтобы вам было еще проще ориентироваться. Ну а мы с вами приступаем к вязанию второго ряда. И второй наш ряд мы вяжем все петли лицевыми. То есть вяжем все петли лицевые по кругу вот до нашего вот маркера или начала нашего ряда. Второй ряд я провязала, вот все петли я провязывала во втором нашем ряду лицевыми, в третьем ряду мы все петли провязываем изнаночными. Так, теперь давайте для наглядности это все с вами сейчас запишем. Записывать мы будем как раз таки вот эту часть, где мы сейчас с вами будем вязать наш подъем. То есть мы набрали наши петли, итого у нас получилось 100 петель. Дальше первый ряд мы провязали все петли и изнаночными, второй ряд все петли лицевыми. Третий ряд мы сейчас приступили к вязанию, все петли мы вяжем изнаночными. Четвертый ряд будем вязать все петли лицевыми. Пятый ряд петли все изнаночными. Шестой ряд все петли лицевыми. Седьмой ряд все петли изнаночными. Восьмой ряд все петли лицевыми. И девятый ряд все петли изнаночными. То есть итого у нас должно получиться 1, 2, 3, 4, 5 дорожек из платочной вязки. То есть всего мы сейчас должны провязать часть вот эту подъема 9 рядов. То есть сейчас вяжем по кругу вот 9 рядов по вот этой схеме, и встретимся, когда каждый из нас провяжет 9 рядов. Дальше мы приступим к вывязыванию вот как раз таки нашего мыска вот таким вот красивым интересным узором. Так, я провязала этих 9 рядов, или у меня получилось вот 5 дорожек из платочной вязки. Давайте теперь это тоже сейчас с вами измерим в сантиметрах. И это у меня получается, ну вот где-то 3 сантиметра. Высота вот этой нашей части. Что мы делаем дальше? Дальше, во-первых, нить вот здесь мы можем нашу обрезать. Дальше мы должны, значит, с левой спицы переснять на правую спицу. Вот мы просто переснимаем сначала 5 петель, 2, 3, 4, 5 петель. Это вот как раз таки вот этих 5 петель, которые мы набирали по задней части. Дальше мы продолжаем просто переснимать 40 петель. Это петли нашей боковой части. Просто их переснимаем с правой спицы на левую. Итак, вот здесь я пересняла 5 петель, затем я просто пересняла 40 петель. И теперь вот здесь как раз мы дошли до вот этой части, где мы набирали наши 10 петель. Как я сказала, это будет наша передняя часть. Там, где маркер, это наша задняя часть. Теперь вот этот наш мысок мы будем вывязывать из 15 петель.
Значит, смотрите, чтобы было проще. То есть вот мы дошли до наших 10 петель, которые вот мы здесь в торце набирали. Так? Теперь, как я сказала, мысок у нас будет состоять из 15 петель. То есть вот 3 петли мы возьмем с боковой части, допустим, с этой стороны, и 2 петли с этой стороны. Поэтому 2 петли вот я возвращаю обратно на левую спицу. То есть, если вы вяжете, к примеру, на чулочных спицах, то вот на отдельную вот спицу мы сейчас должны переснять 15 петель. Так как я сейчас вяжу на круговых спицах, то вот я выделила эти 10 петель, то есть я их никак не обозначала, просто вот у меня начиналось вязание с 10 петель. Дальше, когда я сейчас буду провязывать этот первый ряд, я это буду все считать. Вот 3 петли я возьму с одной боковой части и 2 петли я взяла с этой боковой части. Теперь мы берем ниточку от моточка и приступаем к вязанию нашего вот этого мыска. Беру ниточку от моточка и сейчас приступаю к вязанию первого ряда. Сейчас первый и второй ряд у нас будут идти в роли подготовительных рядов, то есть они не будут принимать участие в формировании нашего основного вот этого узора. Поэтому вот первую петлю я провязываю лицевой, это как бы вот идет наша кромочная петля, и дальше мы вяжем резинку 1 на 1. Вот, то есть после нашей вот этой кромочной петли, которую мы провязали лицевой, мы вяжем одну петлю, вот снова лицевую, одну петлю изнаночную, одну петлю лицевую, одну петлю изнаночную. То есть вот таким образом у нас получается, мы вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Вот мы провязали 14 петель, вот закончили лицевой. Как я сказала, наш мысок будет состоять из 15 петель. Теперь вот эту 15-ю петлю и первую петлю от нашей боковой части мы должны провязать как 2 вместе изнаночной петлей. Вот я их провязываю 2 вместе изнаночной петлей. Вот мы провязали первый подготовительный ряд. Теперь вязание я наше переворачиваю и приступаю к вязанию второго подготовительного ряда. Первую кромочную петельку вот я снимаю, рабочую нить, видите, у меня сейчас расположена вот за работой. И дальше вяжу все петли по рисунку. Изнаночные изнаночными, лицевые лицевыми. И вот смотрите, я подошла к 15 нашей петле. Вот у нас как раз идет на этой 15 петле ниточка. И сейчас вот эту 15 нашу петлю в изнаночном нашем ряду мы провязываем вот со следующей петлей от нашей боковой части. В изнаночных наших рядах эти 2 петли мы всегда будем провязывать лицевой петлей. Вот 2 вместе лицевой петлей. Опять вязание я наше переворачиваю, и сейчас как раз таки мы будем приступать к вязанию первого ряда нашего именно основного вот этого узора. Раппорт нашего узора будет состоять 4 ряда в высоту. Поэтому смотрите внимательно, я сейчас один раппорт вам покажу, а дальше мы будем вязать самостоятельно. Как я сказала, вяжем вот именно с этого момента, который я буду показывать. То есть сейчас мы вяжем первый наш ряд. Кромочную петельку я снимаю, видите, рабочая ниточка у меня сейчас расположена перед работой. Никуда я ее сейчас не перекручиваю, а просто вот переснимаю. Так, дальше я вяжу одну петлю лицевую, одну петлю изнаночную и одну петлю лицевую. То есть после нашей вот этой кромочной петли я провязала 3 петли по рисунку. Дальше нашу рабочую нить я вот так набрасываю на левую спицу и с правой спицы на левую переснимаю только что провязанных 3 петли. 1, 2, 3. Вот моя рабочая нить. Дальше я эту рабочую ниточку вот так вот перекручиваю и петли обратно возвращаю с левой спицы на правую. Узор на самом деле вяжется очень легко, но смотрится очень интересно.
Вот такое у нас получилось обвитие. Здесь мы хорошенечко вот подтягиваем, сильно не перетягиваем, так как вот обычно мы вяжем. Дальше мы вяжем одну петлю изнаночную и снова 3 петли. 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая. Опять рабочую нить мы помещаем вот на левую спицу. И с правой спицы на левую снимаем только что провязанных 3 петли. Вот эта изнаночная петля у нас будет разделять как раз таки вот наше обвитие. То есть дальше опять вот 3 петельки мы пересняли, рабочую нить вот мы таким образом перекручиваем, вот, и петельки возвращаем обратно с левой спицы на правую, просто их переснимаем обратно. Вот мы сделали второе наше обвитие. Снова делаем одну изнаночную и опять 3 петли провязываем. Лицевая, изнаночная, лицевая. Опять рабочую нить помещаем вот на спицу и петельки с правой спицы переснимаем на левую. Делаем вот таким образом обвитие наших петель и петли возвращаем обратно. Вот у нас в конце видно, видите, сразу здесь разделение, где у нас заканчивается наш мысок, так как здесь получается вот эта дырочка больше, нежели вот расстояние между петлями. То есть в конце у нас осталось 3 петельки, поэтому мы их вяжем. Одну изнаночную, одну лицевую. И вот эту вот нашу 15-ю петлю как раз таки мы провязываем в лицевом нашем ряду с петлей нашей боковой части, как 2 вместе изнаночной петлей. И вот мы провязали первый ряд нашего основного узора. Далее я вязание переворачиваю и приступаю к вязанию второго ряда. Рабочая ниточка вот у меня расположена за работой, и второй изнаночный ряд я провязываю все петли просто по рисунку, то есть изнаночные изнаночными, лицевые лицевыми. То есть вяжем резинку 1 на 1, не довязывая нашей последней 15 вот как раз таки петли. И вот наша 15 петля, видите, граница эта четко здесь видна. В изнаночном нашем ряду нашу 15 петлю и первую петлю нашей боковой части мы провязываем как 2 вместе лицевой петлей. И вязание мы наше переворачиваем. Это мы с вами провязали второй изнаночный ряд нашего основного узора. Приступаем к вязанию третьего ряда. Первую кромочную петлю я снимаю. Видите, рабочая ниточка у меня расположена перед работой. Вот. Дальше наши вот эти обвития будут располагаться в шахматном порядке. То есть получается, мы вяжем лицевую, изнаночную. И вот как раз таки вот здесь, где наша идет, видно, изнаночная петля, это и будет идти наше следующее обвитие. То есть вот кромочная, 2 петли, лицевая, изнаночная, и дальше вяжем лицевая, изнаночная, лицевая. Опять петельку перемещаем на левую спицу, петли с правой спицы снимаем на левую, делаем обвитие. И петли возвращаем обратно на правую спицу. Вяжем одну изнаночную и вот как раз таки опять 3 петли для нашего обвития. Лицевая, изнаночная, лицевая. Рабочую нить помещаем вот на спицу, снимаем с правой спицы на левую 3 петли, делаем обвитие и петли возвращаем обратно. И еще одно обвитие у нас здесь будет. Одна изнаночная, снова лицевая, изнаночная, лицевая, нить на левую спицу, петельки провязанных 3 снимаем вот тоже на левую спицу, делаем обвитие и петли возвращаем обратно.
И вот у нас осталась наша 15 петля. В лицевом нашем ряду 15 нашу петлю мы провязываем вместе с боковой нашей частью, как 2 вместе изнаночной петлей. Вязание я переворачиваю и приступаю к вязанию 4-го изнаночного ряда. В 4-м или во всех изнаночных рядах все петли мы будем провязывать по рисунку, то есть лицевые лицевыми, изнаночные изнаночными. И вот осталась опять наша 15 петля. В изнаночном нашем ряду мы 15 петлю провязываем вместе с петлей боковой части лицевой петлей вот за заднюю стеночку. И это мы с вами провязали один раппорт нашего узора. Всего здесь у меня провязано 8 раппортов. То есть сейчас вяжем таким образом 5 раппортов, чтобы всего у нас было их 6, так как один мы уже с вами провязали. И встретимся с вами в начале 7-го раппорта. И 7-й наш раппорт мы вместе с вами провяжем. Значит, не забываем, что 15 петлю вот в лицевом ряду мы провязываем всегда вместе с петлей боковой нашей части изнаночной петлей. А в изнаночном нашем ряду 15 нашу петлю мы всегда провязываем вместе лицевой петлей с нашей петлей вот этой как раз таки боковой части. То есть сейчас вяжем 5 еще раппортов самостоятельно. Итак, вот я провязала, как я сказала, 6 раппортов. Давайте сразу измерим эту часть в сантиметрах. 9,5 сантиметров получается вот эта вот часть моего мыска. И сейчас 7-й раппорт вот нашего узора, вот этого, мы с вами провяжем вместе. То есть первую кромочную вот эту петельку я снимаю. Дальше я вяжу лицевая, изнаночная, лицевая. Нить помещаю. Делаю обвитие. То есть здесь я вяжу вот обычным способом, так как мы вязали и до этого. Вот смотрите, в конце у меня вот осталось 2 петли. Я вяжу лицевую петлю. Здесь 15 нашу петлю и петлю боковую я провязываю 2 вместе изнаночной петлей. И сейчас вязание я наше не переворачиваю, а продолжаю вязать вот этот ряд по кругу. Вот эту часть я сейчас провязываю все петли лицевые. Это для того, чтобы сделать вот этот наш задник, заднюю часть нашего слитка повыше. То есть вот вяжем все петли лицевые до нашего мыска. Итак, смотрите, вот я провязала по кругу все петли лицевые. Вот я не довязывала вот эту последнюю петлю от нашей боковой части. Теперь я вот эту вот петлю последнюю от нашей боковой части провязываю вместе с первой петлей от нашего мыска. Я их провязываю 2 вместе изнаночной петлей. Это вот как раз таки и будет идти вот наша первая кромочная петля. Сейчас смотрите, несколько рядов мы с вами будем вязать все петли по кругу. Для удобства сейчас можете отметить этих 15 петель маркером или ниточкой контрастного цвета. То есть повешать вот сюда ниточку или маркер контрастного цвета. Вот отсчитываем 15 петель. И вот сюда, получается, мы вешаем тоже ниточку или маркер контрастного цвета для наглядности. Дальше мы вяжем второй ряд нашего основного узора. Так как мы вяжем сейчас по кругу, а не поворотными рядами, то второй ряд мы сейчас провязываем просто все петли по рисунку. То есть это там, где идет наш мысок. То есть лицевые лицевыми, изнаночные изнаночными. И вот как раз таки видно, видите, здесь моя идет последняя 15 петля. Здесь опять я ее буду провязывать, эту 15 петлю, вместе с первой петлей нашей боковой части, как 2 вместе изнаночной петлей.
И дальше я буду продолжать вязать вот эту часть. Только сейчас мы вяжем эти петли не лицевыми, а изнаночными. Так, чтобы сохранялся наш узор, платочная вязка. Поэтому вяжем все петли изнаночными по кругу до вот этой нашей части. И вот я провязала второй ряд до конца изнаночными петлями. Я все-таки для наглядности отметила наш мысок маркерами. И теперь смотрите, получается, вот идет последняя петля от нашей боковой части и первая петля от нашего мыска. Мы их провязываем 2 вместе изнаночной петлей. Это у нас идет как кромочная наша петля у нашего мыска. И дальше вяжем 1 петлю лицевую, 1 петлю изнаночную, и снова идет наш узор. 1, 2, 3. Делаем обвитие снова. Вот переснимаем, обвиваем и возвращаем. Снова 1 изнаночная. И вот мы дошли как раз таки до последней петли от нашего мыска и первой петли нашей боковой части. Мы их провязываем как 2 вместе изнаночной петлей. И снова продолжаем вязать этот ряд наш по кругу. Но сейчас мы вяжем эти все петли лицевыми. То есть опять вяжем все петли лицевыми по кругу вот до этого нашего маркера. И вот снова до нашего маркера я не довязала 1 петлю. И сейчас вот эти 2 петли от мыска 1 петля и 1 петля от нашей боковой части мы провязываем как 2 вместе изнаночной петлей. И сейчас петли нашего мыска, здесь мы вяжем все петли по рисунку. То есть лицевые мы вяжем лицевыми, изнаночные мы вяжем изнаночными. Это мы сейчас с вами будем вязать последний наш ряд именно по кругу. Итак, вот я дошла опять до маркера, и здесь в конце мы также провяжем вот первую петлю от нашей боковой части и последнюю петлю от нашего мыска 2 вместе изнаночной петлей. И дальше вот, как я сказала, это будет последний ряд, где мы будем вязать все петли вот по кругу. В этом ряду мы эти петли провяжем изнаночными. То есть вяжем все петли изнаночными по кругу до нашего вот синего маркера. Вот опять идет вот эта наша граница. Опять здесь мы 2 петельки провязываем вместе. Это идет наша вот кромочная петля. И теперь 1 раппорт мы с вами провяжем обычно поворотными рядами, так как мы и начинали. То есть вот наша идет первая петля от нашего мыска, то есть она и является кромочной. И дальше вот я сейчас начну, а дальше продолжите самостоятельно. То есть лицевая, изнаночная, лицевая, делаем обвитие, переснимаем, вот обвиваем, возвращаем. То есть вот мы вяжем 15 петель, вязание переворачиваем и вяжем нашу изнаночную сторону. То есть сейчас 4 ряда или 1 раппорт провяжем самостоятельно, так как мы и начинали это делать, именно поворотными рядами, не забывая делать убавки. Итак, я закончила вязать 8 раппорт. То есть давайте сейчас это тоже мы измерим наш мысок в сантиметрах. Так, вот здесь мы начинали вязать. Ну вот получается 13 сантиметров. Вот эта часть моего мыска. И сейчас с учетом всех наших убавок у меня на спицах 62 петли. И сейчас мы будем приступать к вязанию вот этой нашей резинки. Для нашей резинки вот здесь вот нам понадобится 50 петель, поэтому нам сейчас необходимо будет сделать убавки. Убавки я буду делать по вот этой части нашего слитка, то есть переднюю часть я трогать не буду. Поэтому сейчас я сразу же перехожу на вязание резинки 1 на 1
И вот одновременно буду делать по ходу вязания наши убавки. Вот наша первая петля, ее просто переснимаю. Вот она у нас идет как бы здесь изнаночная. И вот дальше я вяжу 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная. То есть здесь мы наш рисунок сохраняем. Наш мысок здесь состоит из 15 петель. Поэтому вот мы 15 петель провязали нашего мыска, и сейчас будем переходить на вязание вот этой части. Здесь мы будем продолжать вязать нашу резинку 1 на 1. Единственное, как я сказала, петель у нас должно в итоге получиться 50, поэтому вот 15 петель я провязала, и дальше я прикинула, что мне нужно делать убавку через каждых 2 петли. То есть смотрите, вот я давайте начинать буду делать сразу убавку. То есть вот изнаночную я провязала, и поэтому вот эти 2 петли я провязываю 2 вместе лицевой петлей. Здесь в этом месте хорошенечко подтягиваем так, чтобы здесь не было большой дырочки. Лицевая, дальше изнаночная, лицевая, то есть после убавления мы провязали 2 петли и снова мы делаем убавку, но сейчас она у нас получается как изнаночная петля, поэтому 2 следующих петли я провязываю как 2 вместе изнаночной петлей. То есть это у меня получилось вот 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2 вместе, 22, дальше 23 изнаночная, 24 лицевая, 25 изнаночная, 2 вместе вяжем. Ну вот таким образом мы сейчас вяжем этот ряд до конца, до нашего синего маркера. Ну вот я говорю, где-то делаю убавки через 2 петли, чтобы когда мы довяжем до нашего вот как раз таки синего маркера, у нас на спицах было 50 петель. Итак, вот я провязала первый ряд нашей резинки до конца, сделала по вот этой нашей части убавки, и итого у меня сейчас моя резинка состоит из 50 петель. И теперь я эти 50 петель буду вязать по кругу на чулочных спицах в диаметре 2,5 миллиметра, так чтобы эта резиночка все-таки была поплотнее. Поэтому сейчас, после того, как мы вот провязали наш первый ряд, дальше я буду переходить на чулочные спицы и вязать нашу резинку. Вот 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая. Вот по кругу резинку 1 на 1 на чулочных спицах в диаметре 2,5 миллиметра 9 рядов, или вот давайте здесь измерим в сантиметрах, ну вот 2,5 сантиметра. Вот будет считаться начало нашего ряда. И вот 9 рядов или 2,5 сантиметра вяжем нашу резинку 1 на 1. Итак, вот я закончила вязать резинку. Резинку, вот я, как и сказала, я вязала на чулочных спицах, и провязала я 9 рядов, или что соответствует 2,5 сантиметров. И теперь мне осталось только запустить петли. Петли можно запускать любым удобным для вас способом. Я это буду делать с помощью накидов. Сейчас я вам это покажу. То есть вот моя петелька, я ее провязываю лицевой, после чего делаю накид, и следующую петлю я также провязываю лицевой. Дальше через вот эту последнюю провязанную петлю я продеваю сначала вот наш накид, а затем вот эту первую нашу петлю я продеваю и спускаю. Дальше опять делаю накид, провязываю петлю следующую лицевую, вот продеваю и спускаю в начале накид, а затем нашу петлю. И снова накид, лицевая петля, сначала продеваем и спускаем наш накид, а затем нашу вот эту первую петлю. И вот таким образом с помощью накидов я запускаю все петли по кругу. Итак, вот я закончила запуск петель. Вот последняя моя петля.
Я ее просто сейчас, значит, ниточку, во-первых, от моточка я обрезала. И ниточку с этой вот петельки вот так вот я вытаскиваю. Вот такой край у меня сейчас получился. Теперь этот кончик я одеваю в иголку с большим ушком. И сейчас эти два края буду соединять. То есть вот у меня ниточка от моточка идет. И вот следующая моя петля. Вот за кромочные петли я это аккуратно сейчас вот так вот соединю. Вот эти две петельки несколько раз между собой за кромочные петли прошью. Вот видите, у меня получился уже красивый аккуратный стык. И дальше с помощью иглы вот вдоль этой лицевой дорожки я сразу эту ниточку дальше продену, и потом мы этот кончик спрячем. И вот после того, как мы с вами спрячем кончики, слитки наши полностью готовы. Значит, по расходу на данные слитки у меня ушло 70 грамм пряжи вот Alize Lana Gold. Надеюсь, данный мастер-класс был вам полезен и понятен. Поэтому, если вам понравилось это видео, обязательно поддержите меня пальчиком вверх. Подписывайтесь на мой канал. Ну а мы с вами обязательно еще встретимся в новых видео. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока.